Танк Т-34 бесспорно является оружием победы. Машина неоднократно доказывала свою боевую эффективность и надежность. В целом, 34-ка является хоть и очень грубым изделием, но в то же время качественным и действенным. При этом не стоит забывать еще и о том, что, как и любая другая машина на свете, танковая легенда имеет не только достоинства, но и недостатки, в том числе конструктивные. За что же ругали Т-34 сами советские танкисты? Сегодня в этом ролике вы узнаете ответ на этот вопрос. Двигатель и трансмиссия. Сам по себе двигатель Т-34В2 был достаточно мощным и надежным. Агрегат мог легко дать 500 лошадиных сил при массе машины 26-32 тонны. Однако не со всеми элементами мотора все было хорошо. Советским танкистам пришлось за войну порядочно намучиться с фильтром, который откровенно плохо выполнял свою работу. В итоге пыль попадала в двигатель, сокращая его моторесурс. Не лучшим образом обстояли дела и с трансмиссией. Металл, из которого делались шестерни, далеко не всегда был высокого качества. Это приводило сначала к образованию сколов на зубцах, а затем и появлению куда более серьезных дефектов. Большая часть проблем с трансмиссией была решена в 1942 году. Проблемы с фильтрами устранили в 1943. Оптика и орудие. Оптика Т-34 была слишком острой, на что зачастую и жаловались советские танкисты. Из-за этого периодически случалось помутнение линз. В боевой обстановке такие повороты событий могли оказаться критическими. Для того, чтобы этого не происходило, оптику следовало регулярно чистить и смазывать. Однако и это было непросто из-за ряда особенностей конструкции боевой машины. Достать до последнего стекла было чертовски сложно. Были у Т-34 некоторые проблемы и с орудием, главным образом со спуском. Дело в том, что он мог быть как механическим, так и электрическим. И вот если с механикой особых хлопот у танкистов никогда не было, то электрический спуск мог быть еще той проблемой. Из-за некачественных проводов вся система периодически выгорала. Это требовало от экипажа регулярно проверять проводку, особенно в местах изгиба. Рабочие места. Если взглянуть внутрь немецкого танка, то там можно будет найти легко двигающиеся рычаги, кожаные сиденья, эргономично организованные, места для работы экипажа. Все для людей. Советский Т-34 и близко ничем подобным похвастаться не мог. Но если со всем этим можно было еще мириться, то вот место радиста — это сущий ад. Из-за специфики расположения члену экипажа приходилось сидеть в весьма неудобной позе во время ведения боя. Кроме того, радист мог начать мешать водителю. И все-таки, несмотря на все перечисленное, Т-34 стал оружием победы и одним из ее символов, так как смог доказать свою высокую боевую эффективность. Так же, как и советская промышленность, которая пренебрегла рядом вещей ради массовости и скорости производства. А именно, это в большинстве случаев оказывается критически важным в условиях войны. Если вам понравился этот ролик, поддержите нас лайком и комментарием. Обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и смотреть их первыми.